Сегодня мы выберем лучшую игру 2025 года в разных номинациях, разберем, что произошло за этот год и подумаем, каким будет следующий. А в конце – подарки. Всем жителям Ютуба привет, меня зовут Кирилл, вы на канале Капка Project. Погнали! Давайте поговорим о том, что происходило за этот год в игровом мире. Поностальгируем, как говорится, вместе. Итак, в начале года Keyplayers начали все больше анонсировать свою новую игру Glitchmore. Новый, по их словам, страшнейший хоррор от первого лица, но который так и не вышел, и нас все еще кормит исключительно мелкими геймплейными вырезками. В целом, зимой нас согрел нашумевший аниме-хоррор, созданный российским разработчиком под названием Misside, вышедший 10 декабря. Игроку предстоит взять на себя роль одинокого человека, который ухаживает за виртуальной девушкой Митой в мобильном приложении. В процессе выясняется, что Мита далеко не такая добрая, какой кажется в начале, и, что еще страшнее, она не единственная Мита в своем роде. Безумно интересный проект, как по мне. Зимой также выходил третий фильм по вселенной Соника, мобильный шутер Marvel Rivals и DLC по Atomic Heart «Чары морских глубин» с приключением на подводный комплекс предприятия 3826 с целью найти кольца и в будущем уже остановить Храза. 30 января вышла долгожданная 4 глава известной страшилки Poppy Playtime. После того, как прототип окончательно захватил власть, кукла Поппи и Долли организовали альянс сопротивления. В этой главе игроку нужно помочь сопротивлению победить загадочного доктора и его пугающего питомца по имени Ярнаби. Дальше скандал вокруг зайчика, выход игры от MG Studio Terrible Educator, в которой, кстати, нужно раскрыть тайну учительницы миссис Ти, гуляя по ее детскому садику. Также релиз Horror Tale 3 в марте. А теперь возвращаемся к видео, прежде чем я покажу новый слив Glitchmore. В Horror Tale 3 мы продолжаем историю и расследование. В этой части центральной фигурой является таинственная ведьма. Офигительный геймплей, сюжет, локации и концовка. Просто чудо-конфетка, базара ноль. Дальше у нас первоапрельская шутка с фильмом Ice Cream, который все еще некоторые ждут. Выход мобильного порта игры Once Human, выход фильма по игре Minecraft, помните Chicken Jockey? Самое угарное, что я видел за этот год, отвечаю. Вот бы еще хромак нормальный бы сделали и вообще amazing был бы. Также состоялся выход игры The Exit 8, хоррор про аномалии в метро, а в августе выходил и полноценный фильм. А еще игра Inzoi на ПК в жанре симулятора, и в целом это типа убийца Sims. Ты берешь на себя роль стажерки в некой корпорации. В рамках этой работы ты выступаешь в роли бога, который управляет зоями, виртуальными людьми и их городками. Хайп был хороший. Не могу не упомянуть мой собственный скринлайф фильм Абонент 2, триквел выйдет, кстати, уже этой зимой. К слову, о фильмах анонсирован и фильм по скибиди-туалетам с топовыми актерами из Голливуда. В душе все это ждут, мне кажется. А вот насчет Linking Squad, он на протяжении всего года не только поддержал мое видео, но и делился кадрами и тизерами с процесса разработки второго акта Schoolboy Runaway. Мы это все, конечно же, ждем. Антон, ты красавчик, как всегда. Тем временем Euphoria Games все еще готовит нам новую игру в стиле Ice Cream Tycoon, вот с таким персонажем в роли ГГ. Это мы ждем уже в следующем году. Это я вам так чисто напомнил, потому что в Бравл Старсе, помимо того, что они закидали всех кучей долбанных обновлений с коллабами, они сделали супер легендарную редкость, вроде так называется. Короче, у них не все гладко. А еще Squadbusters закрылся. Трейлер Atomic Heart 2. Ну и, конечно же, всеми ожидаемая игра FNAF Secret of the Mimic. Предыстория, по сути, всего FNAF, где ты играешь за рабочего Арнольда. Тебе нужно пробраться в огромную заброшенную фабрику костюмов роботов, чтобы найти прототипы с искусственным интеллектом внутри. Это и есть Мимик. Вот что действительно хорошо тут, так это сюжет. А вот что плохо, это все остальное. То есть геймплей и головоломки. Дико скучная игра, как по мне. Но я критиковать не буду сейчас, окей? Обзор на канале и так есть. 25 сентября вышла еще одна громкая новинка после FNAF Silent Hill F. Вы окажетесь в затянутом туманом японском городке Эбисугаока и его альтернативной версии Темном святилище. Акцент сделан на эстетике японского хоррора вместе со
старым добрым Silent Hill'ом, где красивое сочетается с пугающим. Геймплей основан на ближнем бою, трубы, ножи, уклонениях и парировании атак. Огнестрельного оружия нет. Также нужно решать головоломки и управлять ограниченным инвентарем. Бой, конечно, прям скучный был, когда я играл, но да пофиг. Не уходим далеко. В это же время на ПК вышел и самый главный хоррор года – No, I'm Not Human. Главный герой – мужчина, живущий в уединенном доме на окраине города. Сосед предупреждает его о главном правиле выживания – нельзя оставаться в одиночестве, так как высокий бледный монстр нападает на изолированных людей. Это вынуждает протагониста впускать в свой дом незнакомцев в поисках убежища. Основная задача – выявление и устранение гостей. Действительно, и хайп, и вроде даже страшно. Ну а самая громкая новость – внезапный выход хэллоуинского апдейта в первой части Гренни от девелопера, а потом еще и рождественского. А значит, что Дениска вернулся и под конец года быстренько организовал нам вот такие празднички с помощью нейронки. В обновах добавили различных персонажей, обновляли текстуры и в целом интерьер. Keybladians Network под конец года официально запустился и доступен всем, только с интернетом, правда, где подсыпали магазинчик и Кеплер-коины вместе с новыми локациями. Кстати, новый супер-мега-видео со сливами айскрима выйдет в январе. А вот, кстати, и обещанный слив Гличмар. Вы только гляньте на эту киберперчатку. Это и многое другое доступно, кстати, в моем телеграм-канале, как и сами опросы для КПК Total. Только там, больше нигде. И еще многое другое, ссылка в описании. Подписывайтесь, сейчас это очень важно. Также вышла долгожданная 5-я глава Тини Банни под названием «Зайчик, кушать принеси», которая получила волну критики, а также провальная Little Nightmares 3 с максимально скучным сюжетом. Не забываем про новую главу в The Baby in Yellow и обновление в Майнкрафте за весь год от Mojang Studios. FNAF 2, кстати, уже вышел в кинотеатрах, а Red Dead Redemption портировали на телефоны. Ну, как-то так. А теперь давайте, как старый добрый, на основе анализа нейросетей, меня и опросов моих подписчиков выберем лучшую игру в разных номинациях. В номинации обновление игры года на первом месте у нас The Baby in Yellow Crown Childcare Update. Лучшее обновление с новой крутой главой. На втором месте хэллоуинское обновление в Гренни и на третьем в Айскриме. Самое легендарное возвращение компании года. Первое место получает у нас, конечно же, девелопер. Мы нашего Дениску очень сильно ждали, тут без вопросов. Разработчик года у нас оказывается Linking Squad, который день и ночь работает над новым контентом по своим играм. На втором месте девелопер, который пришел и ушел, а на третьем Keybladians, который тоже сильно стараются, хоть этого пока и не сильно видно. Лучший фильм по игре года. Первое место «5 ночей с Фредди в кино 2». Лучше, чем первая часть, как по мне. На втором месте Майнкрафт, на третьем Соник в кино. Лучший жанр игр года. Новая номинация. Первое место, очевидно, хоррор. Второе место экшен и шутеры, которые в 2025 году набрали резко популярность. На третьем головоломки. Лучший порт ПК игры на телефон года. Это, конечно же, Red Dead Redemption. Ну а теперь сладенькая. Я не согласен с мнением только подписчиков и долго думал, кого же выбрать на место игры года. И решил. Третье место у нас Horror Tale 3. Незабываемая сказка, которая подарила мобильному геймингу в этом году еще один вдох. Теперь внимание. Второе место Мисайт. Шедевр инди-индустрии. Аниме-хоррор с твистами, романтикой и ужасами. Идеальный дуэт между ПК-играми и хоррором, лучшим жанром года. А теперь первое место. Вы готовы, дети? Услышал и вас, и себя, и экспертов, и нейросеть. Я пришел к выводу, что это репо. Абсолютный лидер по воздействию. Инди-хоррор с копом до 6 игроков. Полная физика объектов. Пик 271 тысяча. Топ-10 Steam на пике. Обогнал многие многопользовательские игры. 96% отзывов хвалят юмор монстров. Это не просто хайп вокруг узкого круга лиц, как с тем же No, I'm Not Human. Это хайп по всему миру. Заслуженный победитель среди всех.
Ну а пока меня не закидали помидорами, я хочу подарить вам коллаборацию со Спукисном, которая уже доступна на ютубе. Смотрите и наслаждайтесь. Ну а теперь, после всего этого, хочу сказать вам, что этот год стал еще более сложным и непростым для всех нас. Множество блокировок, паники, и, как я сказал в прошлом году, самое важное – это оставаться вместе в одном и том же месте. Мы снова сидим и смотрим КПК Total. Мы пережили не просто год, а в первую очередь эмоции, события и просто жизнь, которая у каждого из вас разная. Но, как я уже сказал, людей часто объединяет одна вещь. Всего лишь-то какой-то ролик на ютубе. Именно тут всегда исполняются ваши новогодние мечты. И я старался и буду стараться, несмотря на то, что давно должен был сидеть и зубрить ЕГЭ. Я хочу, чтобы Абонент 3 был идеальным. Я хочу, чтобы мои ролики были лучшими, потому что я стараюсь для всех вас. Мы прожили этот год в бесконечном режиме ожидания. Ждали ответов от девелопера, ждали выхода Glitchmore, который так и не случился, ждали тот самый летний вайб, который пришел к нам только в конце осени. Этот год научил меня, что время – это самый дорогой ресурс, который очень легко потерять. Но самое страшное – это потерять его абсолютно впустую. Я желаю, чтобы у каждого из вас в новом году появилась мечта. А если она уже есть, то и появилась мотивация ее достичь. Почему я желаю именно этого? Потому что именно мечты делают нас сильнее, заставляя стремиться достичь большего. Я не знаю, что принесет вам Новый год. Возможно, он будет трудным, еще более трудным. Возможно, чудес не случится. Но если в эту ночь вы почувствуете эту тихую, грустную, неубиваемую тяжесть мечты в груди, знайте, что вы живы по-настоящему. И пока она там есть, есть и надежда. Не надежда на чудо извне, а надежда на то, что однажды у вас всех хватит тихого безумия и смелости сделать к ней шаг. Я хочу, чтобы у всех вас и нас все было хорошо. И всегда этого хотел. И это нельзя просто так передать через видео. С наступающим 2026 годом. Поздравляю вас. Дальше будет еще интереснее.